Всего 6 лет. Подумать только, 6 лет. За это время Османская империя изменилась до неузнаваемости. Эти годы, по сути, заложили фундамент для одной из самых страшных трагедий XX века. Давайте разберемся, как же так вышло. И вот главный вопрос, который будет с нами на протяжении всего разбора. Как же так получается, что светлая, прекрасная мечта о равенстве вдруг оборачивается настоящим кошмаром, полным страха и поиска виноватых? И самое поразительное здесь вот что. Вся эта трансформация, весь этот сдвиг к катастрофе, он произошел не под грохот пушек Первой мировой, нет. Вся машина насилия создавалась и отлаживалась в, казалось бы, мирное время. Итак, отправляемся в 1908 год. В воздухе Османской империи буквально звенит надежда. Прогремела младотурецкая революция, которая обещает новую эру. Кажется, впереди только светлое будущее. Только представьте себе эту картину. Восстанавливают Конституцию, созывают парламент. И главное, провозглашают равенство для всех. Мусульман, христиан, иудеев. Люди высыпали на улицы, они обнимались, праздновали. Понтийские греки, армяне, вообще все меньшинства, они поверили, что вековая несправедливость осталась в прошлом. Империи, казалось, дали настоящий второй шанс. Но вот под всей этой эйфорией, под этим всеобщим праздником, уже прилегала глубокая трещина. За кулисами столкнулись два совершенно разных взгляда на то, какой империя должна быть. С одной стороны, была мечта о такой яркой, живой мозаике, где каждая культура — это ценный кусочек общей картины. А с другой — идея о монолитной крепости, где любая трещина, любое отличие воспринимается как угроза. И, к сожалению, именно этот страх перед разнообразием постепенно начал побеждать. А затем эта хрупкая мечта о реформах разлетелась вдребезги. Грянули Балканские войны. Настоящая катастрофа, которая просто перевернула всю историю империи. Давление нарастало стремительно. Сначала удар от Италии в 1911-м, потом, не успев даже опомниться, империя оказывается втянута в две подряд разрушительные Балканские войны. К 1913 году от былого оптимизма не осталось и следа. И в этот момент власть захватывают сторонники жесткой руки, так называемые «ястребы» из Комитета единения и прогресс. Потери были просто колоссальными. Почти вся европейская часть империи, та самая, что веками была ее колыбелью, была потеряна. Это было не просто военное поражение, нет, это был крах целого мира. Это был не просто политический кризис, это был самый настоящий экзистенциальный ужас. Правящая элита вдруг ощутила, что земля уходит из-под ног, что само существование государства, оно просто висит на волоске. И вот в этом отчаянном, лихорадочном поиске ответа на вопрос «как выжить» стали рождаться самые темные, самые радикальные идеи. Паника породила паранойю. Вместо того, чтобы пытаться строить что-то новое, элита начала судорожно искать виноватых, и взгляд их обратился внутрь, на собственных же граждан. И в этот кипящий котел взаимных подозрений добавляется еще один элемент – сотни тысяч мусульманских беженцев, мухаджиров. Их изгнали с Балкан. Озлобленные, потерявшие все, они хлынули в Анатолию, в том числе в регион Понта. И это создало по-настоящему взрывоопасную смесь. И вот тут-то и происходит самое страшное. Если вчера два соседа спорили за ручей, то теперь это становится конфликтом турка и грека. Обычная конкуренция за землю превращается в этническую вражду. Любые бытовые проблемы раздуваются до масштабов национального предательства. Но как вот эта паранойя, этот страх превратились в реально работающий механизм? Давайте посмотрим, какие инструменты для этого создавались. Но главным инструментом стала, конечно, армия. После всех унизительных поражений на нее смотрели как на последнюю надежду. Ее логика, жесткая, беспощадная, делящая мир на своих и чужих, начала как вирус просачиваться во все сферы гражданской жизни. И вот к 1914 году мы видим уже целый арсенал, инструментов контроля. Начинают составлять подробнейшие списки неблагонадежных, вводят жесткий контроль за тем, кто куда едет. По всей стране, как грибы после дождя, растут военизированные отряды, готовые действовать по первому же приказу. А с высоких трибун оттуда постоянно льется эта риторика про предателей, про внутренних врагов. Понимаете, грань между обычным гражданином и потенциальной угрозой начала просто стираться на глазах. И вот мы подходим к ключевой мысли. К 1914 году массовых убийств еще нет. Но гигантская смертоносная машина, она уже построена. Все шестеренки смазаны, все рычаги наготове. Оставалось, по сути, только повернуть ключ. И все это до первого выстрела Первой мировой войны. Так была ли трагедия неизбежной?
Или война стала лишь той искрой, что подожгла уже давно проложенный фитиль? Этот вопрос, конечно, остается с нами. И он напоминает о том, что самые страшные катастрофы очень часто готовятся в тишине, задолго до того, как прольется первая кровь.